вид. Все по-серьезному. На Шри-Ланку прилетел в январе, в самый разгар сезона, еще до всех этих событий. И был там 2 месяца. За это время удалось хорошо понять этот остров и людей. Поэтому заваривайте доширак или готовьте пельмеши. Сейчас все расскажу. Первым делом я поехал в Хикадулу. Это самый близкий к аэропорту курорт. Снял отель и пошел гулять на пляж. В секретном баре, который называется Secret Bar, я встретил большую ящерицу. Я хотел ее погладить, но местные сказали, это может быть опасно. Прогуливаясь по берегу, я увидел сеть, которая тянулась куда-то вдаль, а вдалеке виднелись рыбаки, которые тянули невод. Вот она, рыбка такая. Рыбаки оказались не особо разговорчивые, поэтому я решил допросить местного жителя. Why buy photo? Just video. Why? Старик не особо хотел делиться So информацией. you born in jungle? You born in jungle? Yeah. Yes. So what you do in jungle? What you drop in jungle? Only 1 kilometer maybe. Какой-то он был очень странный. Или просто не разговаривал на английском. Потом я встретил 2 маленьких мурен. Это самые опасные морские гады. И достаточно страшные. С едой на Шри-Ланке просто беда. Каждая новая кафешка – это эксперимент, насколько хорошо готовит повар. А гарнир настолько однообразный и невкусный, что я даже немного похудел. В общем, у меня борода пошла в свободное плавание. Подскажите, стоит ее дальше растить или остановиться? Мотобайк, который арендовал, в этот же день перестал заводиться. Я его оставил в отеле Ocean View, где и потом прожил целый месяц. Очень душевный отель и добрый отзывчивый персонал. Несмотря на красивые виды и дикую природу, начало было не очень приятное. И мне оставалось идти шелушить лобстеров и поднимать себе настроение. У меня сегодня день рождения, у меня будет большой проект, и я очень рад, если я сейчас в Шри-Ланке живу, и с вами меня пришел отмечать мой день рождения, я думаю, это в моей жизни никогда не забываем. И я вам всегда благодарю, и этого никогда я не забуду. Ладненько, спасибо вам большое, всем спасибо. Так я познакомился с Банду, лучшим гидом на Шри-Ланке. Экскурсия очень интересная, где совсем другой климат и атмосфера. Обязательно там побывайте. Ну а русскоговорящий гид, который там родился, это лучший экскурсовод. Контакты Банду я на всякий случай оставлю в описании.
каждый район своей культуры. Живут, разговаривают, диалог, все разные. Каждый район, каждая провинция есть свои культуры. Кто работает в чайной плантации, да? Тамилов, женщина. Давайте скажу, и сколько у них зарплата, и сколько они собирают чай. Они в день работают 8 часов. Утром 8-9, вот так они начинают работать. Они, может, не образованные люди очень, потому что они уже привыкли к этому работать, и жить, и все, так далее. Они собирают чай в день 18 килограмм. Это все делали англичане, для чего? Потому что здесь растет чай и специи, все так далее, здесь растет, это все ведет из столицы порт, для этого они делали железные дороги. Вот. Я практически 13 лет жил в России, город Тверь. Это самый мой любимый родной город. Самый родной и любимый город Тверь. И что в моей жизни самого важного, самого драгоценного, это все есть там. Но я работаю в Шри-Ланке, экскурсии провожу, гидом работаю, да, уже очень скучаю Россию, город Тверь. Это я считаю, мой родной город. И то же самое в этот город, Алла, мне нравится, через 20 километров чуть-чуть подальше, я из детства, чайной плантации, 10 гектаров, я там вырос. Холод я всегда люблю. Ладно, если кто-то приезжает в Шри-Ланку, Алла, пробывайте, хороший воздух, люди добрые. В Хикадуе хорошо. Здесь мне понравилось больше всего. Здесь я чувствовал себя комфортно и никуда не хотелось ехать. Ну и первым делом арендовал вот такой мотобайк. Весь пошорканный. Но зато я точно знаю, что его не украдут. И со мной, как всегда, мой любимый шлем, который я вожу уже 9-ю зимовку. Ой, они встретились на болтах. Здесь было очень комфортно, много интересных мест и живности, но мне пора было ехать дальше. Следующее место одного дня – это Галя. Это форт, построенный голландцами, и город. Такое ощущение, что вы попали в Голландию, но только на экваторе. Интересную особенность заметил я, что парочки стараются занять укромные места и там предаются плотским утехам. Интересно, сколько детей они там зачали? Следующее место, которому я уделил много времени и шансов там закрепиться, это Велигама. Круто, хорошие волны, много девочек в воде, иногда у них слетают купальники. В общем, мне нравится, Шри-Ланка вообще нравится. Ты первый раз на Шри-Ланке? Да, первый раз у меня, первый раз, и, честно говоря, доволен. И люди, и погода, и природа, и животные, и еда, в общем, не хочется уезжать. И в итоге, где тебе больше всего понравилось серфить? Но больше всего мне нравится здесь. Да, я не знаю, может потому что я пошел в серф-школу, меня обучили. Вот, ну как бы довольно интересно. Все понятно, как тебя зовут? Георгий. Ну все, очень приятно. Спасибо, спасибо. Велигама
Это, пожалуй, лучшее место для начинающих серферов. И каждый может попробовать прокатиться на доске, так как здесь небольшие и очень приятные волны, что можно кататься безопасно. Примерно так начинается каждое третье утро. Приходишь на пляж и видишь вот это. Это все серферы. Их очень много. И сегодня будет мясорубка. При том, что волн практически нет. Но когда она приходит, это просто пипец. Примерно так начинается каждая. Но кроме серфинга, здесь не интересно и не атмосферно. При такой концентрации серферов здесь совсем неуютно и пусто. Как же так? Я никак не мог этого понять и давал этому месту целых 3 шанса. Каждый раз я приезжал примерно на 5 дней, и больше 5 дней я не мог там находиться. Я сделал вывод, что пустота этого места связана с самим местом и людьми, которые там живут. Заключительной остановкой моего путешествия по Шри-Ланке была Мириса. Это очень уютное и комфортное место со своим маленьким пляжем и несколькими обзорными площадками, откуда можно было смотреть очень красивые закаты. Пожалуй, это мое одно из любимых мест на Шри-Ланке. Здесь была замечена большая концентрация молодежи. А на маленьком, но очень красивом пляже каждый вечер играла музыка и дискотека. Каждый бар в определенное время устраивал свою дискотеку. Туда приходили как местные ланкийцы, так и европейцы. Попить пиво и покурить травы. Окей, босс. А на этом мое путешествие по Шри-Ланке подходит к концу. Впереди остров Бали, откуда уже есть очень интересная серия. Напишите что-нибудь в комментарии, если понравилось это видео. What do you think about Sri Lanka? Sri Lanka people? The Sri Lanka people is good, and maybe sometime not good. Yani, like any country, half good people, half not good people. But always you happy.